Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, наши родные! Мы сегодня хотим поздравить вас с праздником. Сегодня первый день весны, 1 марта. У нас в России отмечается праздник Масленицы, провода зимы и встречи весны. И сегодня еще прощенное воскресенье, поэтому просим нас простить, если кого-то мы нечаянно, ненароком обидели. Да уж, простите нас, пожалуйста. Ну и мы тоже прощаем вас. Есть кого и есть за что. На Да. самом деле говорить о прощении гораздо проще, чем это сделать на самом деле. Но постараемся все вместе. Останемся, да, в состоянии принятия и прощения. И хотим от души поблагодарить всех вас, кто поддерживает материально наш проект «Движение Родные Души», наш канал в Ютубе, на котором мы выкладываем эти видео, чтобы они помогали вам на вашем пути, оказывали поддержку и делимся знаниями с вами. Благодарим вас за поддержку, это нам очень приятно, очень важно для нас, очень важно чувствовать обратную связь. Благодарим также и за комментарии, которые вы оставляете. Нам очень важны ваши искренние комментарии, ваши отзывы и ваши истории, какие у вас на самом деле происходят. Потому что искренность, она очень четко чувствуется, и это действительно помогает многим на их пути. О чем мы сегодня хотим поговорить? Сегодня как бы в продолжении, как мы и обещали в прошлом видео, в продолжении к прошлой теме «Где ты, моя родная душа?» называлось видео. Написали комментарии, задавали вопросы. Кто-то говорит о том, что найти свою родную душу вообще невозможно. Кто-то говорит о том, что, ну, если вы ищете, то не дай Бог вам ее и найти. А кто-то говорит о том, что нашел и счастлив. Ну, есть другие мнения. Сегодня мы поговорим о том, что вот в этой теме поиска своей родной души, встречи с родной душой, есть различные точки зрения и есть различные реальности на самом деле. Каждый из нас живет в своей реальности. И, как сказал Иисус, по вере вашей да будет вам. Вот кто во что верит, у кого какая картинка мира, тот, соответственно, и получает. Будем говорить о том, что в этой теме поиска своей родной души, встречи со своей родной душой есть, пожалуй, даже диаметрально противоположные мнения и видения, как все происходит, почему происходит. Вот об этом будем говорить. Вот кто-то говорит о том, что все в нашей жизни предопределено на 100%. Что бы мы ни делали, какие бы действия ни предпринимали, ничего мы не изменим. Так положено по судьбе, так изначально уже предусмотрено, что ничего мы изменить не можем. И кому судьба встретить свою родную душу, тот и встретит. А кому не судьба, чего бы он ни делал, ничего не произойдет. Это одно мнение, которое имеет место быть, и мы сразу же вначале оговорились, что у каждого своя реальность. И у кого-то именно такая реальность, и он в ней живет, ну и по-своему он доволен этим. 100% все предопределено, бесполезно что-то делать. Одно видение. Другое видение наоборот. Люди говорят, что все в наших руках. Нет никакой жесткой предрасположенности, нет никаких жестких программ, которые на 100% определяют вашу судьбу, а наоборот, все, что вы сделаете, все, что вы подумаете даже в этой жизни, постоянно, непрерывно меняет нашу жизнь и постоянно творит нашу собственную реальность. Такие люди, они тоже есть и достаточно много, они утверждают, что все в наших руках и всегда мы можем все изменить. Ну что сказать, вот от себя мы можем сказать. Первая точка зрения, она, ну, скажем прямо, несимпатична. То есть всякий смысл рождения человека просто теряется. Зачем рождаться, зачем учиться, зачем овладевать какими-то знаниями, ну и так далее, если все предрешено, если ничего изменить невозможно, зачем какие-то усилия? Как говорилось в одном фильме, сиди на солнышке, грейся. Да? То есть ничего делать вообще не надо. Прогресс тут же останавливается. Нет никакого стимула, нет никакого смысла что-то делать. Ну, очевидно, что эта теория, она далека, в общем-то, от того, что у нас происходит в жизни. Что все предрешено, это все-таки не совсем так, да? С другой точки зрения, те люди, которые говорят, что все в их руках,
все можно изменить, все можно сотворить по собственному желанию, но тоже это, в общем-то, наша повседневная жизнь, она опровергает. Если бы это было так, то, наверное, мы бы жили в каком-то совершенно удивительном или, как говорят, магическом мире, да? А все, что мы подумали, все, что мы захотели, все сбылось и именно так, как мы хотели. Все-таки жизнь это тоже опровергает. С нашей точки зрения, это два крайних мнения. Стопроцентная предопределенность и стопроцентная свобода творчества. Мы думаем, что есть что-то среднее, есть золотая середина. И в чем же состоит эта золотая середина и какое имеет отношение это к поиску своей родной души? Какое это имеет отношение к теме, когда вы встречаете свою родную душу, когда между вами возникают эти невероятные отношения и все, что дальше с вами происходит. Сейчас об этом расскажем. Конечно, нельзя сказать, что эти люди вот так стопроцентно неправы, когда говорят о том, что ну вот я уже живу там сколько лет на земле и все еще не встретил свою родную душу. А может быть и встретили. Просто нужно вспомнить вот этого особенного человека, эту особенную встречу в вашей жизни, которая была, возможно, когда-то в вашем раннем детстве, или в школе, или в институте, да, ну, у всех разные случаи. Наверняка такая встреча была. Ведь вот я по своему собственному примеру могу понять людей, которые пишут, что это все предопределено. И я не верю, что встреча родной души. Я тоже так же не верила. Я сейчас вспоминаю, как я просто была одна, когда вокруг девочки встречались с мальчиками. Мне тоже нравились мальчики, но какие-то определенные, но у нас как-то все не складывалось. И я думала, Господи, что же со мной не так-то? Неужели у меня никогда не будет вот таких отношений, о которых я мечтала, которые я хотела своей душой, чтобы они были? И я действительно не верила. И я помню, как каждый год, каждый Новый год я загадывала это желание, чтобы встретить этого человека, особенного для меня. И каждый год проходил, и я никого не встречала. Ну, вот такого действительно родного моей душе. Конечно же, встречи-то были, но вот так, чтобы я его почувствовала, сказала, да, вот это оно, это он. Нет, такого не было. И проходил год за годом. И вы знаете, в какой-то момент, причем в один из самых, наверное, тяжелых периодов моей жизни, с 10 по 12 год, когда вопросов даже о любви не было, вопрос стоял о том, что ты здесь делаешь, давай уже уходи отсюда, зачем я здесь? И вдруг накануне 12 года я чувствую, что в этом году, в 2012 новом, я встречу кого-то особенного. Я даже не уточняла, кто это там, мужчину я встречу, но вот кого-то особенного для меня. И я четко знала, вот четко чувствовала, что эта встреча, она будет. И так оно и случилось, ведь и случилось-то это в конце марта, или в конце февраля мы встретились. В конце февраля 19. В конце февраля, да, представляете, всего лишь 2 месяца. Вот это твердое убеждение, что я встречу кого-то особенного для меня. Потому что до этого как раз была встреча с молодым человеком и опять разочарование. Он не видит мою душу, он ее не чувствует, только повседневные ценности. Мне было всегда плохо в этом, когда только повседневные ценности. Мне хотелось, чтобы это было что-то более емкое, чтобы человек, мой мужчина, он чувствовал мою душу, чтобы мы могли по душам разговаривать, чтобы я чувствовала его душу, чтобы он был сильнее меня, чтобы я могла у него чему-то учиться. У меня это было очень четко внутри. И вот в 2012 году, когда мы встретились с Андреем, я поняла, что вот оно случилось, то, что я хотела. Это одновременно и мой мужчина, и мой учитель. То есть это не просто учитель, за которым я иду, но это именно мой мужчина, у которого я многому учусь. И так происходит до сих пор. И для меня эти отношения это самые ценные отношения, которые могут быть. У каждого, конечно, свои ценности. Но что я хотела сказать вот сейчас этим небольшим отступлением, да, своей жизни, что почти 30 лет я чувствовала, что это бесполезно. Конечно же, не все 30 лет, и в детстве я этого не понимала, не осознавала, но у меня была глубочайшая тоска на свой день рождения, мне перед Новым годом. И вот в 2012 году эта тоска ушла, ее не было.
Я просто знала, что я кого-то встречу, кого-то особенного. Возможно, если вы заявите свой такой посыл во Вселенную, что вам очень нужен, вашей душе очень нужен кто-то, кто ее поймет, так оно и случится с вами. Мы в самом начале видео с вами договорились, дорогие друзья, кто смотрит это видео, обратите внимание, что мы не претендуем на какую-то истину в последней инстанции, а наоборот говорим, что у каждого человека свое видение жизни, своя картинка жизни, и в соответствии с этим видением он и получает те или иные события. Поэтому мы не говорим о том, что кто-то прав, кто-то не прав, кто-то более мудрый, кто-то, значит, какой-то ограниченный. Нет, совсем нет. Просто мы говорим о своей точке зрения. И наша точка зрения заключается в том, что у человека есть выборы в жизни. Ну вот так вот я устроен, такой вот я человек по жизни, что когда передо мной встают различные вопросы или жизненные проблемы, я всегда чувствую и буквально вот внутренним зрением вижу, как передо мной встают различные варианты судьбы. То есть, как в сказке в русской народной, помните, налево пойдешь, прямо пойдешь, направо пойдешь. Так вот, как раз об этом видении мира мне бы вот хотелось поподробнее сейчас рассказать. Судя по своей собственной судьбе, по своей жизни, вот видите, я произношу слово «судьба». Я сейчас объясню, что я имею в виду. Судя также по жизни других людей, с кем я знаком, судя по тем событиям, которые происходят, а у тех людей, которые приходят на консультацию, спрашивают совета, рекомендации, спрашивают, как лучше себя вести в той или иной ситуации, и потом мы прослеживаем через несколько лет, как потом у них развиваются события, да. Вот основываясь на этом довольно-таки обширном материале, фактическом материале, я могу сказать, что в жизни у каждого человека происходят моменты, это называется момент силы. Такие особенные моменты, когда перед ним стоит реальный выбор, когда он может сделать вот этот поворот налево, направо или прямо. Эти узловые точки, силовые точки, Дон Хуан их называл, он так и называл, кубический сантиметр шанса. Вот такое у него было название. То есть человек чувствует, что сейчас у него есть реальный шанс изменить свою жизнь. И это внутреннее ощущение у него тотальное. И он чувствует, что он стоит на каком-то рубеже, что сейчас, через час, через день, через два, в зависимости от его поступков, от его решений, от его мыслей даже будут происходить те или иные события. То есть узловые точки, когда вы можете пойти по одному пути, по другому пути или по третьему пути. И вы делаете свой собственный реальный выбор. Это действительно так и есть. То есть я хочу сказать о том, что с моей точки зрения жизнь не представляет из себя вот такую прямую или какую бы то ни было другого вида магистраль, только одну единственную дорогу, по которой вы идете, и больше ничего у вас не может произойти. Но в то же время я никак не могу поддержать то видение мира, когда люди говорят, что каждый день вы можете пойти по одной, по другой, по третьей дороге. Нет, я от себя так сказать не могу. Но действительно, у каждого человека, сколько я знаком с людьми, сколько я с ними работаю, сколько я прослеживаю собственную жизнь, да, у каждого человека периодически возникает этот кубический сантиметр шанса. У него возникает внутреннее ощущение, что сейчас вот что-то произойдет, но я должен осуществить свой выбор. Вот сейчас Шанти коротко рассказала, что у нее на Новый год в 2012 году было это именно четкое ощущение. В других видео мы рассказывали о том, что перед нашей встречей я делал специальную духовную практику по привлечению своей родной души, своей женщины в свою жизнь. Я делал специальную практику. Я делал ее с осени 2011 года. И там был целый ряд событий, о которых мы расскажем чуть позже. Это тоже будет довольно интересно, мы будем рассказывать об этом подробно. То есть я делал целенаправленные, духовные, свои сердечные действия, именно сердечные действия. Я осознанно активизировал свою анахату. Я осознанно выходил на этот уровень, когда я ощущал состояние любви, вот этой глубокой духовной родственности. И в этих состояниях я звал свою женщину. Я делал это осознанно.
И вот с осени 2011 года, когда я делал эту практику, я чувствовал, что делать мне ее трудновато. Я чувствовал, что что-то мешает. Я чувствовал, что недостаточно энергии, недостаточно чего-то. Я чувствовал, что что-то не срастается, почему-то не получается. И периодически мною овладевали такие пессимистичные настроения, но я продолжал эту практику делать, во многом потому, что она была от сердца, и мне ее делать было очень приятно. Я выходил на эти состояния любви и глубокой духовной родственности, и я там блаженствовал. Мне было очень хорошо. То есть это была не просто практика от ума, как знаете, вот вы решили найти свою родную душу, и вы вот, простите, как вот рогом бьетесь об стену, да, лишь бы только эту стену пробить. Нет, это было не так. Это был путь любви, путь души. Я активизировал свое сердце, делал это осознанно. И вот действительно где-то в январе, наверное, уже 2012 года я почувствовал, что все, я свою работу сделал. Я почувствовал, что что-то в пространстве произошло, что сейчас вот-вот уже появится моя женщина. Это было тотальное ощущение, без сомнений, у меня не было никаких сомнений, я ничего себе не внушал. А я не делал аутотренингов, не делал аффирмаций, ничем подобным я не занимался. И вдруг возникло это ощущение. И вы знаете, вот тут очень интересный момент. Возник вот этот кубический сантиметр шанса. Я чувствовал, что сейчас я приближаюсь к некой точке в своей жизни, за которой моя жизнь радикально изменится. Когда я встречу свою женщину, и мой жизненный путь изменится, и многое в моей жизни будет иначе. Я очень-очень сильно это ощущал. И когда наша встреча произошла, это было первый раз в конце февраля, а потом уже в марте, в апреле мы начали так общаться с Шанти. Когда наша встреча произошла, только через несколько месяцев на самом деле, где-то в конце лета, даже, может быть, в начале осени 2012 года, я почувствовал, что сейчас я должен сделать свой радикальный выбор. Либо я иду по новой тропе своей жизни, которая совсем не легкая. Это был очень нелегкий выбор, это был очень тяжелый выбор. Начать новую жизнь с нуля, ни с чем, не имея никаких материальных средств для этого, не имея никакой поддержки со стороны. Это был очень трудный выбор. Пойду ли я по этому новому пути вместе с Шанти, мы пойдем вместе, либо я останусь на своем старом пути, где, в общем-то, все более-менее было устроено и в какой-то степени даже было неплохо устроено. И от меня, от моего выбора зависело, какая будет моя последующая жизнь. Вот о чем я могу коротко рассказать. И в подтверждении этого видения жизни, когда человек видит, что у него или чувствует, кто-то видит, кто-то знает, каждый по-своему это воспринимает, что у него возникает этот кубический сантиметр шанса, что он может изменить свою жизнь, что он может встретить свою родную душу, что он может потом вместе с этим человеком пойти своим новым путем жизненным. Есть это ощущение у людей. И действительно знайте, что от вашего выбора в какой-то момент будет зависеть все. И сейчас я хотел бы с энергетической точки зрения чуть-чуть пояснить. Этот кубический сантиметр шанса, он, как правило, выпадает на непродолжительное время. Это действительно могут быть несколько минут, несколько часов или несколько дней. В течение этого непродолжительного периода времени вы должны осуществить свой выбор. И если вы его не осуществляете, вы автоматически продолжаете двигаться по старому пути. Но если вы его осуществили и сделали иной выбор, ваша жизнь потом, может быть, несколько лет будет идти по другому пути. Вот насколько эти важные, эти узловые точки, точки силы, кубический сантиметр шанса. Вот об этом мы хотим сегодня рассказать, что если вы чувствуете у себя внутри, в своем сердце, в своей душе глубокую потребность встретить свою родную душу, это значит, что у вас есть реальный шанс
что эта встреча произойдет. Мы не говорим о том, что нужно делать какие-то специальные техники для того, чтобы встретить свою родную душу, для того, чтобы это осуществилось с помощью вашего ума или с помощью вашей силы воли. Кто-то, может быть, и так делает, но мы об этом не говорим, поскольку у нас лично нет такого опыта. И мое личное убеждение, что искать свою родную душу нужно сердцем, нужно душой. Мы говорим о том, что если внутри это желание у вас есть, то часто у человека есть препятствия, которые препятствуют осуществлению этого желания души. Внутри это желание есть, а снаружи как будто бы что-то мешает. И мы говорим о том, что если вы это осознаете, если вы будете предпринимать осознанные действия для того, чтобы убрать эти преграды на пути встречи с вашей родной душой, в первую очередь это внутренние преграды, тогда ваша душа, ваше сердце откроется, и ваша родная душа совершенно естественно войдет в вашу жизнь. Так вот, как у нас получилось с Я Шанти. сейчас немножко в общую канву добавлю свое, потому что складывается ощущение, что так все гладко у нас происходило. Андрей начал звать меня осенью 11-го, я почувствовала 31 декабря на 1 января в ночь, что встречу кого-то. Нет, все не так было гладко, как может показаться. И не надо проводить логических параллелей. Ради бога, что Андрей меня начал звать, я почувствовала. Нет, все было не так. Я думаю, что сейчас уже проводя назад такую линию наших судеб в то время, я могу сказать так, что где-то с 2008 года я начала заниматься, читала трансерфинг реальности, выполняла, знаете, мне хотелось найти свой путь, потому что я знала уже, доучившись в своем институте, я уже знала, что мне это неинтересно, я не хочу в общих рядах быть ячейкой, выполнять определенные механистические действия, ходить домой, потом на работу, ну и так далее. Мне это было неинтересно. И мне хотелось действительно чего-то особенного, о чем я всегда мечтала с самого детства, но эту мечту мне всегда перекрывали, обрезали эти крылья, говорили: спустись на землю. И вдруг эти книги «Трансерфинг реальности», фильм «Секрет», книга «Секрет», да, она во мне всколыхнула все то, что было когда-то, что я чувствовала в своей душе и к чему я стремилась. И, конечно, эти шажки, они были постепенные к моему мужчине, примерно с 2008 года. Там были встречи с родственными душами в реальной физической жизни или на расстоянии, да. И я чувствовала, что моя душа, она не хочет того, что мне сейчас, по сути, предлагается, да, в моей реальной жизни. Я начинала видеть мир другим, я начинала чувствовать любовь. Я видела, как все вокруг жалуются, ноют и больше ничего, в принципе, не делают со своей жизнью. Ну, это ладно. То есть шаги были мною сделаны навстречу к моей жизни, к моему пути. И уже 10-й, 11-й были очень тяжелыми для меня, потому что, тут меня выбросила жизнь в реалии, и я уже должна была что-то делать конкретное. Ходить на нелюбимую работу, обеспечивать себе доход, да, какой-то там материальный доход. И мне все это не нравилось. И тут шло просто полнейшее разочарование во всем. И да, где-то с ноября 2011 года у меня тоже пошло такое необычное какое-то внутреннее состояние. Эти двухгодичное жуткое ощущение смерти, призывание ее каждый день сменилось другим ощущением. Я даже делала записи, такие небольшие, короткие в своем дневнике, за те даты. Сейчас я их читаю и просто понимаю: Господи, это настолько соответствует тому, что мы говорим о пути родных душ. Я не знала ничего этого, но я выливала на бумагу те самые чувства, которые были в моей душе и которые меня на самом деле в итоге привели к моему мужчине. И мы с ним чувствовали друг друга в ноябре 2011 года. Я была в нескольких шагах, можно сказать, в километре от его дома. Давай мы это оставим на сюрприз, поскольку мы приготовили этот сюрприз. Хорошо, я без подробностей. Но на самом деле это чудо, когда мы сейчас проводим параллель, что мы настолько были уже близко друг к другу в ноябре 2011 года, но я этого не знала, и я честно скажу, я не верила. Это было мой порыв души, да, но я не верила, что это произойдет так скоро. И уже 31 декабря у меня прям было четкое ощущение, что все, кого-то я особенного встречу.
никаких ожиданий не было. И вот как Андрей сейчас описал, у меня тоже январь-февраль, это внутри все стихло. Оно тоже было такое ощущение, что вот был какой-то поиск, а вдруг все стихло, и все успокоилось. И мне как-то стало так хорошо. Вот просто полное принятие ситуации, принятие жизни. Поиск был завершен, поэтому и возникло состояние покоя. Да, и причем, что интересно, ведь я к нему пришла. Не он ко мне пришел, а я к нему. И точно так же я и пришла к нему тогда, вот к Андрею, на его группу йоги, которую он вел, абсолютно легко. Я просто решила пойти на йогу. У меня в голове крутилась йога, мне надо на йогу. Но я всегда на нее хотела. Тут прям вот крутилась. И причем я четко знала, что хочу пойти на йогу, где будет ее преподавать мужчина. И не просто фитнес, хотя я вообще ничего не читала об этом, не знала. Но как-то так сложилось, что я пришла и увидела его, Андрея, в первый раз. И с самого первого раза я что-то увидела в его глазах особенное. Но это было буквально вот минута. Вот это вот, знаете, такое первичное считывание друг друга на уровне глаз. Но об этом мы расскажем Да. чуть позже, подробно. Мы как раз приготовили вот небольшой такой сюрприз. Мы хотим показать именно то место, где Шанти звала своего мужчину, и показать именно то место, где я в это время был. Это очень интересно, это действительно совершенно реальные должны быть кадры. Если у нас получится, то мы это сделаем. Да, я просто сейчас, подожди минуточку, я договорю. Мне что хотела сказать о том, что не думайте, что вот я ничего не делала, да, Андрей меня звал, а я ничего не делала. Нет, на самом деле я делала несколько лет планомерное возвращение к своей душе. И что еще интересно, вот недавно тоже мы с Андреем разговаривали, я ему это озвучила, я говорю, ты представляешь, вот в тот момент, когда мы были недалеко друг от друга, на самом деле, я его звала, именно с того дня, именно с той ночи я приняла твердое решение, что я больше не буду идти на поводу у окружения, что я буду делать именно так, как хочет моя душа. Вот оно внутри просто случилось. И с тех пор я действительно так стала делать. То есть уже шло такое, наверное, целенаправленное возвращение к своей душе, к своему пути своей души. И получилось вот, что мы через несколько месяцев, ноябрь, декабрь, через 4 месяца мы встретились с моим любимым мужчиной, с Андреем. И там уже началась другая жизнь, другой путь, все другое. Что мы хотели сегодня вам сказать в этом видео? Мы хотели сказать самое важное на данный момент в этом видео. Самая главная идея, что если вы хотите встретить свою родную душу, знайте, что это действительно в определенной степени будет зависеть от вас. Будет зависеть от вас, насколько вы сможете раскрыть свое сердце, насколько вы сможете быть преданными своей душе. Когда вы перестанете лукавить, когда вы перестанете играть по чужим правилам, в чужие игры, когда вы больше будете обращать внимание на то, чего хочет ваша душа, и когда вы будете поступать по душе, вот тогда и начнется ваш настоящий путь к встрече со своей родной душой. Вот об этом мы и хотели сказать. В силах человека сделать так, чтобы жить по своей душе. В силах человека сделать так, чтобы встретить свою родную душу. Это не всегда бывает короткий или легкий путь. Это не всегда бывает так, вот как, может быть, вам показалось, что действительно у нас произошло быстро. На самом деле нет, категорически нет. Это был довольно длительный, долгий и очень-очень тяжелый путь. Просто мы не можем в одном видео рассказать обо всем. Мы чуть позже будем говорить подробнее, рассказывать в деталях, как что происходило, потому что многие могут найти себя в том же самом. Вы будете смотреть это видео и говорить, да, что-то подобное происходило и со мной. И что, как дальше происходило, мы будем рассказывать более подробно в следующих видео. А в этом видео мы хотим сказать самое главное. Действительно, у каждого может быть своя картинка мира, у каждого может быть свое видение. И кто-то считает, что вот есть судьба, одна единственная дорога, и человек может идти. Ну, пусть будет так.
Кто-то считает, что мы постоянно можем менять свою жизнь. Ну что ж, может быть, действительно есть такие люди, которые на это реально способны. Мы же придерживаемся золотой середины, о которой сегодня рассказали. И самое главное, что на что откликается больше ваша душа, пусть такой ваш путь и будет. Если ваша душа находится в полном созвучии с той или иной теорией, с тем или иным видением мира, значит, смело следуйте этой дорогой, смело следуйте этому учению, и тогда ваша душа будет спокойна, она будет радоваться, вы будете чувствовать, что идете своим путем. Не думайте о том, что кто-то прав, а кто-то заблуждается. Думайте о том, на что отзывается ваша душа, на что она больше всего реагирует, раскрывается. И когда у вас внутри происходит вот этот всплеск внутренний, вы говорите: да, вот оно мое, вот это самое главное. Это значит, если вы это испытали, это значит, у вас произошел этот момент силы, у вас, может быть, даже возник этот кубический сантиметр шанса, и потом вы сможете реально развернуть свою судьбу в ту или иную сторону. Ну и закончить наше видео нужно великими словами: «Да по вере вашей, да будет вам».